Всем трейдерам огромный привет, с вами Аркадий Романович. Коллеги, сегодня экстремально активны мои роботы. Вы видите большое количество открытых сделок. И давайте быстренько разберем все позиции. В частности, у меня открыта позиция по NASDAQ, sell. Робот открыл шорт в районе 11964. Вот здесь, видя, рынок скорректировался, немного не дошел до моих стоп-лоссов. Да, и сейчас цена находится у открытия. Сигнал был по ротации бара. Вот здесь мы видим черный бар. Да. Тренд-фильтр красный, sell. Ну и посмотрим, что будет происходить здесь, в этой позиции. У меня подходит цена к take-профиту по золоту. Давайте тоже разберем. Сегодня по золоту вообще жара просто дикая. Роботы купили здесь. Прям в самом начале вот этого большого движения рынок улетел. Да, сейчас мы будем подсчитывать. Давайте я закрою часть позиции, потому что это контртренд. Мы видим стрелочный. То есть вход в рынок основан на стрелочном сигнале TC Sell и дополнительных фильтрах, которые я использую вот в этом роботе в правом верхнем углу. Активный робот. Мы видим, что тренд преимущественно бычий, да, и первая сделка состоялась вот здесь. Buy, причем у меня было положительное проскальзывание. Да, я взял почти 50 пунктов по первому тейку, и по трейлингу я вышел здесь в районе 1876. Мы видим вот здесь небольшая отметка моего трейлинг стоп-лосса, и я прибавил еще 700 с копейками, да, 70 с копейками пунктов. Только что мы видели с вами, я взял еще дополнительно 20 пунктов с этой sell позиции, и мой трейлинг стоп практически около нуля сейчас. Да, и это уже контртренд. Мы видим, рынок практически протестил R2, зону сопротивления стрелочной. То есть, если я поставлю вертикальную линию, стрелочный, точнее, тест уровня стрелочный, потом мы видим, рынок попытался сформировать паттерн, да, и затем шорт. Первый тейк, мы видим, тейк мой чуть ниже, но, внимание, у меня R1, то есть я торгую вокруг уровня Range Trader сейчас. Да, я должен внимательно, да, к ним относиться, то есть не игнорировать эти уровни. У меня по Dow Jones buy сигнал, соответственно, я закрываю свой sell. Мы видим TC buy здесь, я могу купить сразу, либо дождаться, пока это сделает робот. Потому что робот продавал здесь, я брал тейк 5 пунктов, потом робот продал здесь, я взял тейк 4 пункта, да, и только что мы с вами взяли еще 5 тиков, да, это Dow Jones Futures, да, на индекс Dow. И сейчас я могу агрессивно еще раз купить. Посмотрите, что творят мои стрелочные сегодня. TC buy, long, TC sell, short, buy, sell. И снова может быть buy, более агрессивный сразу, более консервативный, дождаться паттерна здесь. Но мы видим тут же рынок, да, после S теста моего уровня S. S это поддержка, уровень Range Trader. Смотрите, без шансов, да, цена выползла наверх. По NASDAQ мои стоп-лоссы сокращаются. Да, я рискую примерно 20 тиков, 20 пунктов, но мы видим, как после сигнала, да, рынок стал консолидироваться, то есть мы не увидели продолжение тренда после пробоя 30-минутного уровня. Поэтому, основываясь на этой информации, я закрою все сделки по этому инструменту и пока не буду ничего делать. Почему? Потому что ротация бара намного хуже работает в консолидации. Я вижу, как цена балансирует, да, уже в течение 30 минут вот в этом коротком диапазоне. Поэтому пока NASDAQ в сторону, да, здесь примерно 0 по вот этому шорт, да, который открыл робот. Ну и посмотрим, что будет происходить, пока уберем его. Все, мы с вами завершили все сделки по золоту. Посмотрим, будут ли у нас новые сигналы в районе R2 зоны сопротивления 1879. Будет ли TC sell? Если да, то снова будем искать короткие позиции на продажу.
У нас еще есть впереди уровень R3, зон сопротивления. Поставим сюда горизонтальную линию. Посмотрим налево. Видим high, экстримы. Очень-очень солидный уровень. Здесь у нас с трейдерами были продажи. Мощнейший, да, моментум после экстрима. Посмотрите, как мой стрелочный берет каждый практически экстрим. Нижний либо верхний, да, каждого движения. Так что ждем. Я надеюсь, что мы с вами в реальном времени, да, еще дополнительный сигнал увидим. Смотрим. Давайте уберем вертикальные наши линии. Еще есть примерно час у этого робота, у TC Buy Sell, который стрелки мои торгует. Поэтому я буду внимательно следить. И что очень важно, я не слепо оставляю сделку. Да, допустим, вот здесь робот продал, или здесь робот купил. А я смотрю за тем, где мои уровни. Да? Потому что вот здесь робот купил, я понимаю, что мы пробили кучу зон сопротивления прямо вот здесь. Да, вот в этой точке. Огромная куча уровней слева. И затем был сильный моментум. И мой первый тейк был до вот этого уровня. То есть мне ничего не надо здесь делать. Да? Но если мой первый тейк стоит ниже уровня, вот как здесь, например, был шорт, вот здесь робот продал, но мой тейк здесь первый, да? То есть за уровнем R1, соответственно, мне нужно поставить его выше, да, либо закрыть вручную при подходе к этой зоне, потому что если цена подойдет, крайне вероятно будет реакция куда? К R2. Если R2 пробьют, то к R3. Вот таким образом. Поэтому вполне вероятно, что если мы протестим эту зону, будет сигнал «я продам», если пробьют, следующая зона выше. Давайте ждать. Что творилось вчера? Да, мы тоже с трейдерами ловили кучу классных сигналов. У нас был шорт здесь, если вы не видите. Сейчас я перейду на другой график. Сейчас я открою другой график золота. Да, мой регулярный, скажем так, график. Стандартный. Вот здесь вы видите, даже был buy сигнал, да, то есть возможность еще купить. То есть TC buy, но я не видел этого момента здесь. Это немножко другой стрелочный, видите, он более активный, больше стрелочных сигналов. Вот здесь у нас был шорт. Стрелочный TC sell, шорт. Потом у меня был шорт вот здесь в самом начале движения, да, тоже робот продавал. В общем, вчера прям очень-очень весело на рынке было. Сейчас мы видим, золото подходит и тестирует R2. То есть, посмотрите, 3 сигнала подряд, да, я принял только 2. Buy, потом sell, потом снова buy, вот на этом баре, да, но я не видел здесь стрелочный, так как он на другом графике моем. NASDAQ вообще не шевелится, посмотрите на него, да. Да, вот здесь мы видим как раз 2 графика золота. Мы здесь видим чистый, да, практически касание нашего уровня, стрелочная реакция, разворотное дно, buy, take R2. Да, посмотрите, как каждый наш сигнал сопровождает движение, то есть перед движением появляется. Здесь мы с вами не участвовали. Так, давайте вот так в сторону. Мы вполне можем увидеть TC sell, да, и быть агрессорами, сразу нажать short. Это, хотя нет, здесь нет TC sell, поэтому по этим настройкам здесь справа мы видим TC sell, но это не то, что нам нужно. Ждем пока, да. Видите, две разных модификации стрелочных. Это модификация для робота, да, это модификация наша стандартная, которую мы используем в первую очередь для торговли паттернами. Да. Стрелочная реакция паттерн. Стрелочная, если здесь будет паттерн, например, слабая разворотная, либо иная вершина, то будем продавать с вами здесь.
за счет того, что он появляется часто, у нас больше возможностей торговать по паттернам. Вот этот же робот и вот этот стрелочный, он появляется реже, но появляется, как правило, у очень сильных зон. И если он появился, крайне вероятно будет реакция. Не обязательно разворот, но реакция будет. Вот здесь мы видим после TC Sell. Сигнал рынок легко отвалился на 30 пунктов. Да. Так как мой робот торгует с фильтрами, он не продает сразу. Потому что если слишком быть агрессивным в трендовом рынке, то есть торговать контур этого движения, то можно нарваться, хотя таких ситуаций не очень много. Вот мы видим, что после каждого стрелочного, хоть и контр-тренд, мы видим реакции. Да. Я ищу такую ситуацию, но золото в последние дни в консолидации в основном, да, ну, вот типа того, да, когда мы пытаемся продавать сразу без фильтра. Без фильтра и рынок бум-бум-бум делает. Наоборот, когда мы видим стрелочный и его пробивают, мы покупаем. То есть если стрелка на sell, то есть мы торгуем этот сигнал и наоборот в том числе. И за это отвечает другой мой робот. Это робот TC Breakout. Да. Робот на пробой. Пока он для меня не активен, сейчас он есть. Но, я думаю, на следующей неделе к нему перейдем. Давайте к золоту. Здесь реакция на стрелку TCSL. Это первое, одно из условий, да, формирования паттерна. То есть сначала видим тест уровня, сила сигнал номер 1, стрелочный, сила сигнал номер 2, реакция на стрелочный паттерн SS3, и затем дополнительный фильтр, да, в частности, более низкая цена закрытия SS4 Sell, кластер 4. Контр движения. Поставим вертикальной линии. Первый buy сигнал здесь, раз. Sell сигнал здесь 2. Buy сигнал здесь 3. И может быть sell сигнал здесь 4, но мы пока не знаем, будет ли паттерн. Да. Тренд, контр-тренд, тренд, который мы пропустили. И контр-тренд еще раз может быть. То есть дважды 2. 2 с трендом, 2 контр-тренд. Но еще раз, все действо, да, происходит возле моих ключевых уровней. Range Trader. Так, ну что, золото быкует. Посмотрите на этот инструмент. Ускоряется моментум. Если мы сейчас пробьем R2 и полетит цена наверх, то R3 следующая зона. Но пока у нас паттерн, да, причем симметрия наблюдается. Симметрия относительно вот этого экстрима. Пока вот этот хай жив, да, в данном случае актуален наш уровень R2 слева, мы по-прежнему смотрим на sell. Еще раз, тест уровня, стрелочный паттерн, более низкий close. Close закрытие ниже на правой стороне. Да. Мы ждем закрытия ниже, но пока белый бар видим только. Если я в покупке здесь по этому сигналу, то я беру первый тейк на ретесте, второй работает трейлинг. Да. То есть я могу одновременно и быть в позиции на sell. То есть если здесь будет sell сигнал, я продам. Но если на тот момент я еще был бы в позиции на buy, она бы осталась. Почему? Потому что рынок может смело бум, сейчас как бахнуть и продолжить движение. Да. Но и это квалифицированный сигнал. И это если здесь будет сигнал. Понятно, да? Но тем не менее, очень активный день, кроме WTI. Да, самый пассивный нефтяной рынок сегодня. А золото прям огонь. Не имеет значения, как дальше у нас пойдет трейдинг сегодня. Еще время есть. Уже можем сказать, что есть с чем работать. Мы ждем более низкий клоуз, закрытие ниже лоу предыдущей свечи sell. Причем в этой ситуации не обязательно слишком большой стоп иметь. Достаточно, чтобы он был за уровнем. Если цена взлетит, пробьет, то паттерн более не актуален. Я уже держу руку на кнопке, чтобы продать. Робот не будет здесь продавать, потому что это не входит в его компетенцию. У него другое назначение. Он торгует стрелки с фильтрами, он не смотрит на паттерны.
есть sell. Я нажимаю short, и как раз мой тейк в зоне поддержки. Вот здесь, на моей структуре. Так, ну что, мы возвращаемся в эфир. Взяли первый тейк по золоту. У нас была идеальная симметричная вершина. Я немножко подвинул уровни R2, R1, R, то есть уровни Range Trader, чтобы мы видели вот этот тест. Это очень важно. Тест уровня, стрелочный паттерн. Отсюда приходят самые лучшие сделки. До этого мы практически без двух тиков, буквально спред, может быть чуть меньше, не дошли до R2, но тем не менее был паттерн. Робот продал здесь. А потом снова был buy сигнал. Мы не входили. И вот сейчас мы снова продали. И снова плюс 30 пунктов. Внимание, налево структура. И мы видим TC buy. Ждем здесь паттерн, чтобы купить. Вполне рынок может пройти чуть ниже. У нас R1 поддержка. Так, ну что, мы ждем, да, более высокую цену закрытия по золоту. Берем пока Dow Jones, наверное. Пока его в сторону, он пока нам не нужен. У нас есть слабая вершина по NASDAQ. Но если мы посмотрим налево, мы не видим уровня сопротивления. Поэтому сделки здесь нет. В сторону. Так, сейчас я найду WTI, нефть. У нас здесь шорт-сигнал. Нажимаю Sell. Первый тейк мы с вами возьмем на отметке 41.80. Причем сигнал был чуть раньше. Да, и немножко припозднился. Я сейчас вам покажу сигнал оригинальный, да, по которому вход. Просто сейчас мой робот торгует до 18.55. И вот как раз, видимо, сейчас наступило время. То есть шорт должен быть вот здесь, в районе 42 ровно. Да, я чуть-чуть опоздал, видим 2 стрелочных здесь. Можно продать сразу на макушке и уже быть в плюсе 13 пунктов. Поэтому если сейчас нефть подойдет вот сюда, к этой поддержке, я возьму первый тейк чуть раньше, потому что мой первый тейк чуть ниже поддержки. Сегодня примерно 8 профитных, 1 лосс. Да, и может быть, без учета этой сделки я не учитываю пока этот трейд. И не учитываю здесь нулевой трейд по WC, где я зарубил сразу прибыльную сделку, которую робот открыл. Робот открыл buy у сопротивления. Но в итоге это трейд, где как минимум 20 пунктов можно было взять. Но еще раз, я не склонен к тому, чтобы о чем-то сожалеть. Да, в противном случае это идиотизм. Ну, сделал, все, вышел из позиции. Нужно фокусироваться на том, что сейчас происходит. С другой стороны, если я продал здесь, я могу полностью выйти из позиции здесь вообще. То есть полностью закрыть свою сделку. Я полностью вышел из позиции по золоту. И теперь я здесь жду buy сигнал. Минус моего действия в том, что если рынок не увидит уровень Range Trader, еще раз, потому что это мы протестили, если не увидим, рынок повалится, я не дозаработаю. Да? Плюс в том, что если рынок увидит этот уровень, то это будет лучшее место выхода из позиции. Понятно, да? То есть мы всегда смотрим по обе стороны. Давайте к NASDAQ. Здесь была слабая вершина, но еще раз, когда я вижу паттерн, это мощный паттерн, бесспорно, это технически идеальный паттерн, но я спрашиваю себя, где он, если уровень слева нет, а где уровень есть, вот здесь. Если вы посмотрите, что творилось вчера по NASDAQ под самый вечер, очень похожая ситуация, да? У меня тоже был паттерн здесь, двойная, нет сигнала. Почему? Потому что вне уровня, если мы вернем наши уровни Range Trader со вчерашнего дня, давайте это сделаем. Так, false, и мы поставим сегодняшнюю дату. Сегодня у нас сегодня у нас уже ноябрь, 20 ноября. Окей. И вот мой уровень R1. Вот он, видите, со вчерашней сессии. Здесь была двойная вершина, нет сделки. Почему? Потому что мы не дошли до уровня. Да, мы отбились, мы среагировали на двойную вершину. 20 пунктов, 25 даже, класс. Потом снова TC Sell практически, но без паттерна. И счет плюс 20 пунктов. Да?
даже больше 25. И потом мы все-таки пришли, коснулись моего уровня range трейдера, стрелочный, разворотная вершина и еще моментум на 30 уже пунктов. И куда мы упали? Внимание налево, предыдущая структура, и мы видим чуть ниже, давайте сюда вот так, мы видим чуть ниже, левее, предыдущие уровни поддержки. Потом цена снова уже пришла под самый вечер, уже поздно достаточно по Москве, это уже 10 часов вечера, я в это время не торгую. Тест уровня стрелочный, слабая вершина, отвалились, потом стрелочное разворотное дно, и уже эту зону воспринимаем как поддержку. Тест, потом пробили и снизу пошли, и так далее, и так до самого вечера, да, до самого утра. Понятно, да? То есть вот это очень важные закономерности, которые позволят вам быть более терпеливым. Важные закономерности в том, что рынку свойственно доходить до вот этих экстремальных точек, где вы получаете наилучшую возможность для открытия сделки. Да, вы можете продавать здесь, можете продавать здесь и брать какие-то еще скальпы. Да, но такие по-настоящему мощные движения происходят тогда, когда цена подходит к экстримам. Да, в данном случае это экстримы range trader, либо экстримы наших уровней со старших таймфреймов, там М30, либо H1 может быть. Да, но здесь вот ничего нет сейчас. NASDAQ подходит к структуре. Да. Сегодня очень активная сессия, я прям чувствую такую вот усталость во всем теле, да, в частности спина, потому что у меня сегодня с 3:30 был тренинг, 2-часовой. Я закончил тренинг, и параллельно пока у меня был тренинг, у меня роботы еще торговали, что, конечно, является плюсом. Мне не надо отвлекаться на сделки, я могу сконцентрироваться на работе с трейдером, но и параллельно не пропускать сделки. Да. И полшестого я закончил, пока туда-сюда, к 6 в 7 часу начал писать для вас ролик. И все это время сделка за сделкой. Да, и прям даже глаза немножко не то что слипаются, а наоборот залипаются. Но, тем не менее, ничего страшного в этом нет. Я не скажу, что прям, если бы я вручную торговал, наверное, я бы уже туда, что здесь сигнал. Вот. Сейчас мы ждем, паттерн продаем. Да. Поэтому я иногда смотрю в сторону, да, чтобы немножко отдохнули глаза. Можно сделать с менее ярким экран, конечно. Но мне нравится, когда я вижу четко свой сигнал. Ждем паттерн. Мы можем продать сразу стрелку TC Sell, а можем дождаться паттерна, что более правильно для меня. На самом деле теста уровня-то не было. Мы протестили всю вот эту зону, начиная вот от этого уровня. Вот этот максимум, да, вот она вся зона. Минус в том, что если я сейчас сразу, точнее плюс в том, что если я сразу вхожу, я поучаствую в любом движении в мою сторону, если оно произойдет в моменте. То есть без паттерна, ведь бывает движение без паттерна, стрелкой, все, поплыл. Так, ну что, мы продолжаем с вами наблюдать за рынками. Ну, ничего не произошло. Мы как видели стрелочный, так и видим сейчас. Рынок отвалился, дошел до поддержки. Вот как раз пример, да, того, что если ты сразу вошел, ты в любом случае поймаешь какое-то движение, если оно будет. Да. В моем случае уже ничего нереально сделать, я уже не буду входить на sell. Возможно, рынок вновь придет тестировать этот экстрим, тогда будет стрелочный, потом паттерн, и потом может что-нибудь будет. Но пока до этого далеко. Идем сюда, Dow Jones. Dow Jones тоже сегодня приносил деньги. У меня была sell здесь, profit, sell здесь, profit, и все. Да, 2 позиции, 2 профита. Не скажу, что прям большой профит, но ничего такого по Dow сегодня не было, чтобы прям сказать вау. Что мы прям сделали кучу денег. Золото, да, сегодня, как я уже говорил, фаворит. 150, может быть, даже уже больше пунктов принес этот инструмент. Последняя продажа была здесь, и последние тейки мы брали здесь. И после этого, в принципе, все замерзло. WTI, давайте посмотрим здесь. Мы с вами продавали
нефть вот здесь позже, да, потому что я должен был продать чуть раньше. Да, давайте не сюда, не этот график. Найдем тот график, который актуальный. Сейчас, секунду. По-моему, вот этот, да. Вот он, актуальный наш график. Да, WTI. Шорт-сигнал. То есть, по идее, я должен был продать здесь. И тогда бы уже смело мог рассчитывать на 20 пунктов профита. Поэтому я сейчас возьму, закрою часть. Совсем здесь, ну, копейки там. 8-10 пунктов. Да. И теперь посмотрим, что будет происходить. Если рынок придет к поддержке, мы можем все сделки закрыть и закончить. Да, на сегодня. Напомню, до этого у меня робот купил прямо вот здесь. Да, по сигналу TC Buy. Там определенные фильтры нужны. Он покупает здесь. Рынок здорово дергается, 20 с копейком пунктов. Потом появляется sell, возможность перевернуть позицию. Я опаздываю на трейд, вхожу вот здесь. Это 13 пунктов позже. Это много очень. Да. И сейчас я жду прихода к вот этой поддержке 41.70, и все, и на этом точно заканчиваем. Если придет, если развернется, окей, того 0 сегодня по WTI. Да, но посмотрите, как мои стрелочные берут каждый хай. Да, можно продавать сразу, после того, как видишь TC Sell. Да, увидел стрелку Sell, увидел стрелку Buy, но только эту стрелку, потому что это другие стрелочные. Да. Особенно, когда ты видишь, что рынок начинает торговаться очень узко. Да, ротация бара здесь намного хуже будет работать, а вот эти сигналы, пожалуй, будут в форме, да, в лучшей. Так, ну что, мы завершаем большую сегодняшнюю нашу встречу. Если видео было полезным, интересным, ставьте лайк. Возникают какие-то вопросы, пишите либо в комментариях под этим видео, либо нам на почту info@thetrader.ru. Если хотите подключиться ко мне в закрытый чат и торговать по тем же самым сигналам в реальном времени, то ссылка под этим видео. Все, всего доброго и до связи. Пока.